Маргарита все спланировала. Она войдет в историю и выйдет замуж за своего отца, Оскара. Но никто не знал, что эта женщина скрывала страшную тайну, и то, что в итоге произошло в день свадьбы, всех шокировало. Оскар и Бритни были друзьями детства и жили со своими родителями в маленьком шахтерском городке. «Ты такой сильный, и когда-нибудь я выйду за тебя замуж», сказала 10-летняя Бритни. И мальчик одобряюще кивнул. Затем она схватила его за руки, и они стали играть в саду неподалеку. Так началась эта история любви. Когда Оскару исполнилось 28 лет, он попросил Бритни выйти за него замуж, и они устроили пышную свадьбу. К тому времени Оскар, как и его отец, тоже работал в горнодобывающей компании, и они с женой переехали в жилье, предоставленное компанией. Это было скромно и красиво. Работа в шахте была довольно напряженной, и Оскар, в отличие от своего отца, был не совсем крепким и часто жаловался на боли в теле. Однако это не помешало ему работать, потому что он должен был обеспечивать свою семью. 5 лет спустя Оскар и его коллеги работали, когда произошел оползень. Лишь немногие выжили в этом инциденте, и, к счастью, Оскар был среди них. После этого Бритни посоветовала своему мужу уволиться с работы и заняться чем-то другим. Хотя он не уволился, он купил участок земли и планировал позже заняться садоводством. Он и не подозревал, что эта земля в конечном счете проложит путь к осуществлению его мечты и даст его семье ту жизнь, о которой они мечтали. 7 лет спустя у пары родились 2 детей — Джек и Маргарита. Именно эта девочка позже приведет своего отца к алтарю по шокирующей причине. Оскар продолжал работать в горнодобывающей компании, в то время как Бритни присматривала за детьми. К сожалению, однажды вечером Оскара срочно доставили домой после того, как он получил травму. В результате несчастного случая он был прикован к постели на пару недель, а после того, как он поправился, компания попросила его взять отпуск на пару месяцев, чтобы отдохнуть. Вскоре Оскару надоело сидеть дома, и однажды он купил газонокосилку, отправился на участок, который купил, и начал убирать поле. 3 дня спустя, работая на участке, Оскар заметил нечто, заставившее его замереть. Это был небольшой камень, и цвет его был светлее, чем у всех других камней. Оскар заподозрил, что в этой земле есть золото. Он начал копать и вскоре нашел крошечный золотой самородок. Охваченный волнением, Оскар помчался домой и сообщил новость своей жене, и она была вне себя от радости. В течение следующих 2 месяцев они нашли еще несколько золотых самородков стоимостью в целое состояние. Теперь семья могла жить безбедно, даже не работая ни дня. Оскар наконец-то построил большой дом, который обещал Бритни, когда они были маленькими. Несколько десятилетий спустя Оскар нашел еще один золотой самородок, на этот раз размером с бейсбольный мяч. Он спрятал его и рассказал о местонахождении своей жене. Однажды, когда пара разговаривала о золотом самородке, Маргарита подслушала их разговор. Позже, тем же вечером, она спросила своих родителей, где они спрятали сокровища, но они ответили, что сообщат ей и брату в нужное время. «Ладно, все в порядке. Я доверяю вам», — сказала Маргарита, но вместо этого она тайно начала поиски золота, но все ее усилия были напрасны. Годы спустя Оскар и его жена по-прежнему наслаждались обществом друг друга, и им было очень весело. Их любовь друг к другу росла с каждым днем. К сожалению, когда Бритни исполнилось 70, она заболела. «Я хочу, чтобы ты хорошо заботился о детях. Не думаю, что я здесь надолго останусь», — сказала Бритни своему мужу через несколько месяцев после того, как заболела. К сожалению, в ту ночь Бритни скончалась на руках у своего мужа. Их дети, теперь уже взрослые, вернулись домой и достойно похоронили свою мать.
2 недели спустя родственники, за исключением Маргариты, разъехались по своим домам. Теперь, когда Бритни не стало, дочь спросила своего отца о местонахождении золотого самородка, но он сказал, что еще не время раскрывать тайну. В тот день она очень разозлилась, накричала на отца и захлопнула перед ним дверь. Смерть Бритни негативно сказалась на Оскаре. Он не спал всю ночь, предаваясь воспоминаниям о прошлом. Иногда он даже увлекался и разговаривал с ней так, как будто она сидела совсем рядом с ним. У него началась депрессия, и он начал терять вес. В это время Маргарита не обращала внимания на своего больного отца. Вместо этого она целыми днями обыскивала дом и двор в поисках золотого самородка. Довольно скоро у Оскара начали проявляться признаки слабоумия. Он расхаживал по дому, разговаривая сам с собой. Он также забыл имя Маргариты и в разных случаях иногда забывал, что она его дочь. Маргарита боялась, что ее отец забудет, где спрятан самородок, но каждый раз, когда она спрашивала его об этом, он отвечал: «Я знаю, где он, но пока не могу тебе сказать». Маргарита не отвезла Оскара в больницу. Вместо этого она держала его дома, надеясь, что он раскроет ей секрет. И вот однажды случилось нечто ужасное. В тот день Маргарита услышала смех своего отца и подслушала, что он говорит. Казалось, он с кем-то разговаривал, но из своего укрытия она не видела у него телефона. Как только он закончил, Маргарита покинула свое укрытие и бросилась в комнату отца. Она была потрясена, увидев, что он лучезарно улыбается. «Твоя мама вернется через 3 дня. Она поехала в Париж за своим свадебным платьем. Через 3 дня я женюсь на ней!» Взволнованно закричал Оскар. Он выглядел таким счастливым. Маргарита не смогла убедить отца в том, что у него галлюцинации. Вместо этого она придумала подлый план. На 3-й день Маргарита нарядилась в свадебное платье, которое ранее принадлежало ее матери, а затем отправилась в комнату Оскара. Как только бедный мужчина увидел ее, он вскочил на ноги. «О, любовь моя, ты вернулась. Ты купила платье?» — спросил Оскар. «Конечно, любимый. Я сделаю все для нашего счастья», — сказала Маргарита. В тот вечер Маргарита поспешила в церковь, чтобы договориться со священником о свадьбе. Она сказала, что ее отец всегда хотел сыграть вторую свадьбу с ее матерью в старости, но теперь, когда ее больше нет, она хотела бы исполнить желание своего отца. Маргарита также рассказала священнику, что в последнее время у ее отца были галлюцинации, и он думает, что свадьба исцелит его разум. Священник согласился и поблагодарил Маргариту за ее самоотверженность. Наконец, настал день свадьбы. Лицо Оскара сияло, словно от него исходили лучи счастья. Маргарита тоже выглядела великолепно, но ее лицо выражало странную смесь решимости, хитрости и тревоги. Она была так близка к осуществлению своего плана, и никто не мог встать у нее на пути. Все шло по плану, пока не пришло время обменяться кольцами. Именно тогда Оскар попросил Маргариту поцеловать его. Она знала, что отказ будет странным, поэтому приблизилась, надеясь, что он ее не узнает. Как же она ошибалась. Как только Маргарита подошла ближе, Оскар вскрикнул. Он сразу узнал свою дочь. Шок вернул ему память. Он не мог поверить, что его собственная дочь пошла на это ради золота. Маргарита в отчаянии выбежала из церкви. Это был последний раз, когда ее кто-либо видел. После этого Оскар переписал завещание, лишив дочь наследства. Маргарита осталась ни с чем. И каждый раз, проходя мимо старого дома, она вспоминала день, когда потеряла все ради куска блестящего металла. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Оскара? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.